Привет всем! Как вы знаете, 19 число всегда имеет большое значение в истории биткоина и развитии нашего проекта AI Seed Phrase Finder. Сегодня исполняется год с момента запуска нашего модуля AI Private Key Finder, который вы можете видеть на экране сейчас. Интерфейс был улучшен. В журнале Balance Checker ключи с балансами теперь отмечены звездами. Это повышает безопасность, скрывая данные от посторонних глаз. Я объясню позже, как получить полные ключи без звезд. Теперь я покажу вам обновленный AI Seed Phrase Finder. Давайте запустим Total Commander, удобный файловый менеджер. Мы проходим процесс регистрации, который уже знаком всем пользователям. В этом обновлении вам нужно указать адрес электронной почты Gmail в качестве логина. Вы поймете позже, почему это рекомендуется для пользователей премиум-версии нашего программного обеспечения. Пароль должен быть не менее 10 символов. Теперь программа требует ввода лицензионного ключа, без которого она не запустится. Ключ, как и раньше, находится в текстовом файле с программой. Он уникален для каждого пользователя. В этом обновлении он теперь выполняет дополнительную функцию, которую я объясню и покажу позже. В этом обновлении мы представляем новую версию программы под названием AI Elite Force. Пользователи премиум-версии AI Seed Phrase Finder, скорее всего, узнают знакомый интерфейс программы, но с некоторыми улучшениями. Нажатие на эту кнопку открывает приложение Telegram для связи с нашей службой поддержки. Мы нажимаем «Старт» и видим процесс запуска программы и статус ее подключения к серверам. Для тех, кто не знаком с нашим проектом, я кратко напомню, что программа работает по принципу клиент-сервер. Все сложные вычисления происходят на удаленном суперкомпьютере и серверах, которые мы арендуем. Процесс начался, и теперь в журналах программы в реальном времени мы можем видеть ход его выполнения на сервере. В первом окне AI Generator Log отображается генерация seed-фраз. Эта кнопка открывает текстовый журнал, и в блокноте мы можем видеть его содержимое в реальном времени. Здесь отображается журнал проверки сгенерированных seed-фраз в первом окне программы на соответствие стандарту BIP39. Вы можете вручную проверить из журнала, если хотите. Здесь появляются seed-фразы, для которых программа нашла биткоин-кошельки с положительным балансом. Пока здесь пусто. Потому что это занимает время. Все меню дополнены пиктограммами для лучшего понимания их назначения. В этом обновлении программа работает еще быстрее, и она уже вывела в журнал первую seed-фразу к биткоин-кошельку с положительным балансом.
В текстовом журнале Light и Demo отображаются полные сид-фразы без слов, скрытых звездочками. Мы добавили опцию Decrypt Data, которую я продемонстрирую немного позже. Переходим к обзору обновлений в интерфейсе программы и добавленных функций. Меню DataForge — это набор инструментов для расширенной настройки программы. Swap AI Model позволяет переключаться между различными моделями искусственного интеллекта, используемыми для генерации seed-фраз. Каждая модель может быть настроена для работы с разными типами данных или шаблонами. Вы можете заметить разницу в скорости работы в окне AI Generator Log. ShadowSync активирует теневую синхронизацию данных. Он задействует дополнительные параллельные процессы для ускорения работы программы на сервере. Ускорение происходит на уровне внутренних вычислений. Однако процессы генерации и валидации могут стать быстрее. Следите за окнами Generator и Validator. ChangeNode переключает узел подключения к удаленным серверам, выполняющим основную вычислительную работу. После нажатия программа завершает текущую сессию и требует перезапуска для подключения к новому узлу. Если текущее соединение нестабильно, например, медленная скорость или частые ошибки, переключитесь на другой узел. После перезапуска изменения вступят в силу, и вы сможете продолжить работу. В меню настройки нет изменений, и они остаются интуитивно понятными из предыдущих версий программы. Эта кнопка, как и раньше, переключает режим на поиск конкретной seed-фразы для конкретного кошелька. Переключение режимов требует остановки программы. Decrypt Data открывает защищенную страницу на сайте, где расшифровываются seed-фразы с звездочками в конце. Разработано для AI Elite Force. Cache Boost активирует усиление кэша, позволяя программе временно хранить больше данных в оперативной памяти для более быстрой работы. Используйте его только если у вас более 32 гигабайт оперативной памяти. AI Pattern Shift изменяет шаблон, по которому искусственный интеллект генерирует seed-фразы. Show Guide открывает страницу с подробным руководством по программе. Здесь вы найдете всю информацию о функциях программы, советы по настройке и ответы на часто задаваемые вопросы. Это ваше руководство, которое поможет избежать ошибок и максимально использовать потенциал программы. С этой страницы вы можете перейти в раздел сайта со справочными статьями. Они объясняют, как работает программа, и дают практические советы по восстановлению кошельков. Эти материалы содержат ответы на вопросы из нашего квиза в закрытом телеграм-канале Neon Vault. В посте с квизом мы периодически предлагаем загадку, связанную с нашим проектом, чтобы угадать пароль к архиву с seed-фразой и реальными средствами в BTC. Ответы на вопросы спрятаны на нашем сайте или в публичном телеграм-канале, так что изучение этих ресурсов дает вам преимущество. Первый, кто разгадает простую головоломку, сможет вывести средства на свой кошелек. Если у вас мощный компьютер и вы хотите ускорить работу программы, используйте этот переключатель. Но будьте осторожны. Это увеличивает нагрузку на систему, что может привести к сбоям на слабых ПК. Мы открываем журнал Balance Checker и видим, как файл журнала динамически заполняется в режиме реального времени. Light и Demo отображают полные seed-фразы без слов, скрытых звездочками.
Я сейчас покажу вам наглядный пример на изображении, и вы поймете необходимость шифрования звездочками. Чтобы предотвратить грустные ситуации, как на этом изображении, где кто-то заглядывает через ваше плечо на экран компьютера и записывает текст сид-фраз, или когда кто-то фотографирует серию сид-фраз прямо с экрана вашего компьютера. Многие из наших пользователей используют программу, сидя в кафе, и часто отвлекаются или уходят куда-то во время работы программы. Вы все еще можете скопировать часть сид-фразы без звездочек и попытаться найти ее полную версию в журналах валидатора или генератора с помощью поиска. Мы снова открываем журнал Balance Checker и видим, как файл журнала заполняется в режиме реального времени. В этом обновлении программа начала работать намного быстрее и с большей точностью. И, что самое главное, с дополнительной безопасностью. Таким образом, в этом обновлении программы мы помогаем нашим пользователям защитить данные на экране звездочками от взгляда жадных глаз. Случай уникальный и печальный, судя по вашим отзывам в группе. Теперь я продемонстрирую, как расшифровать слова, скрытые звездочками, с помощью функции Decrypt Data. Мы видим страницу, защищенную секретным токеном, где запускается процесс расшифровки сид-фраз. Здесь декодирование данных происходит в реальном времени. Чем длиннее список, тем дольше длится процесс декодирования. По завершении процесса декодирования отображается таблица S, текущей датой, количеством найденных сид-фраз и общим балансом в BTC по всем кошелькам, связанным с этими фразами. Список сид-фраз автоматически отправляется в Google Sheets в вашем аккаунте Google. Когда вы нажимаете кнопку Decrypt Data, браузер должен быть открыт с вашим аккаунтом Google. В таблице отображается количество сид-фраз, общий баланс на кошельках, связанных с этими сид-фразами, и фрагменты сид-фраз с видимыми областями последних цифр балансов кошельков. Зачем это нужно, спросите вы? Я отвечаю. Для защиты данных и удобного управления сид-фразами, найденными программой. Теперь я наводю курсор на ячейку слева от ячейки с фрагментом баланса кошелька, и мы видим точное значение. Под таблицей есть кнопка «Скачать», которая сохраняет данные в формате Excel в папку BTC Balances Log на ПК в каталоге программы. Это удобный способ безопасно хранить и анализировать результаты. Чтобы увидеть полную сид-фразу или точный баланс, нужно навести курсор на ячейку с мелким шрифтом. Я копирую текст сид-фразы и сейчас восстановлю биткоин-кошелек в приложении Electrum. Я рекомендую использовать его, это очень удобно. Вы можете скачать его бесплатно с официального сайта electrum.org. Я выбираю опцию восстановления и стандартный тип кошелька, ставлю галочку, что у меня есть сид-фраза, и ввожу ее в специальное поле. Я копирую текст сид-фразы. Как мы видим, баланс внутри кошелька абсолютно совпадает с данными в таблице. Я как раз думал о том, чтобы завершить обзор обновлений нашего проекта.
И вот сейчас мне пришла идея продемонстрировать обновленную страницу магазина со списками сид-фраз, содержащих средства для ручного вывода, для тех, кто любит долго возиться и зарабатывать. Я также покажу приватный телеграм-канал Neon Vault, о котором упоминалось ранее и в анонсе обновления в нашем публичном канале. О, так я могу устроить квиз прямо сейчас и продемонстрировать, как это происходит. Итак, я сейчас возьму одну сид-фразу из этого списка и создам новый текстовый документ. Я вставляю ее в блокнот и сохраняю прямо в каталоге программы. Теперь я создам зашифрованный архив. Как упоминалось ранее, Total Commander — это удобный файловый менеджер со всеми необходимыми функциями в одном месте. Я отправляю архив прямо в наш новый канал Neon Vault. И я пишу очень простой вопрос для квиза. Ответ — это пароль к архиву. Внимательные читатели нашего сайта или постоянные подписчики телеграм-канала смогут легко угадать все наши загадки. Первый, кто угадает пароль, получит бонус, и мы будем делать это регулярно. Чтобы сбрасывать в канал архивы с сид-фразами, защищенные паролем, и загадки, связанные с нашим проектом. Я только что услышал, что архив был отправлен в телеграм-канал и связанную с ним группу обсуждения. Пусть наши подписчики и тестеры новых версий программы немного напрягут свои мозги. Ну, я кратко покажу вам, как выглядит наш приватный канал. Здесь, в публичном канале, есть пост, анонсирующий создание приватного канала Neon Vault и напоминающий о предстоящем обновлении программного обеспечения. Наконец, этот день настал. Здесь мы выложили все версии программного обеспечения, чтобы подписчики всегда могли самостоятельно обновиться до последней версии и не писать в поддержку с вопросами. В Neon Vault мы публикуем все обновления программного обеспечения намного раньше, чем анонсируем их в публичном канале или на нашем сайте.
Я удаляю открытые и заархивированные сид-фразы, отправляя оставшиеся 11 в магазин. Баланс в таблице автоматически уменьшается на сумму, содержащуюся в этих двух сид-фразах. Вы можете отсортировать таблицу по возрастанию или убыванию балансов и выставить оставшиеся многочисленные с небольшими балансами на продажу в социальных сетях или магазинах Даркнета по значительно сниженной цене. Многие из наших пользователей делают это уже давно. Те, кто не хочет часами возиться и тратить время на ручную работу по выводу средств из многочисленных кошельков. Я загружаю архив с сид-фразами на Google Диск и сейчас продемонстрирую, как выглядит наш магазин сид-фраз. Я нажимаю на кнопку «Лицензия» в программе и попадаю на страницу магазина. На этой странице вы можете найти описание всех версий программы и узнать об их возможностях. Здесь списки сид-фраз. Скачайте архив, поставьте галочку на его номере и оплатите на указанный BTC-адрес. Теперь нет необходимости писать в поддержку, указывать номер списка, тратить ваше и наше время, присылать ссылку на скачивание архива и так далее. После оплаты достаточно ввести ID транзакции и указать адрес электронной почты, чтобы получить пароль к архиву. Как только мы подтвердим оплату, мы мгновенно отправим пароль к архиву с сид-фразами по электронной почте. Также через специальную форму на этой странице вы можете выбрать и арендовать любую версию нашего программного обеспечения и приобрести подписку на закрытый канал Neon Vault. Для тех, кто хочет продолжать покупать списки сид-фраз, обращаясь в поддержку, обратите внимание, что это по-прежнему доступно, но это займет больше времени. Обзор всех обновлений завершен, и пора опубликовать его прямо сейчас в нашем публичном телеграм-канале. Итак, чтобы встроить видео, мне нужно остановить эту запись. Черт, где кнопка остановки?